Русский мир. Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Сегодня мы с вами начнем обзор новой рубрики «Мир. Цивилизация». На планете Земля существует более 200 государств. Однако их территориальные границы не всегда совпадают с культурным, религиозным, идеологическим, историческим, этническим, языковым, ментальным состоянием народов и людей, в них проживающих. В мире существуют государства, которые претендуют в той или иной мере на главенство в этих параметрах. Они имеют название «Мир. Цивилизация». В сегодняшнем ролике в этом цикле мы с вами рассмотрим такой мир-цивилизацию, как русский мир. Откуда его корни? Как он зародился? Его особенности и перспективы. Корни русского мира коренятся в древнерусском государстве, Московии, Российской империи, Советской России, СССР и Российской Федерации. Древнерусское государство со столицей в Киеве на уровне власти имело скандинавское, германское происхождение. Оно дало русскому миру религию, христианство и алфавит. Фактически, это был церковно-болгарский язык. Московия, или Великое княжество Московское, со столицей в Москве дало русскому миру жесткую вертикаль власти, пришедшую от монголов, и бессознательное стремление к расширению территории, тягу к пространству. Точкой отсчета этого расширения можно считать присоединение иноверцев-татар Казанского ханства в 1552 году. Царь титул перешел от распавшихся улусов Золотой Орды. Российская империя со столицей в Санкт-Петербурге дала русскому миру статус мировой державы, хотя и периферийного типа Запада. Интегрировала страну в европейскую культурную среду. Особенно выражено это было во внешнем проявлении. К примеру, законы, касающиеся обязательного бродобрития. Являлась инструментом Запада для борьбы с хаосом Азии. Выполняла роль цивилизатора хаоса. Но являлась объектом Запада, но не субъектом. Максимально расширила территориальные пределы русского мира, вплоть до Северной Америки. Советская Россия, СССР, со столицей в Москве, дала русскому миру второе рождение в статусе мировой сверхдержавы, расширила зону влияния русского мира вплоть до Центральной Европы. Советский Союз вывел Россию в ранг космических и атомных держав. Российская Федерация, Россия, со столицей в Москве, возникла после развала Советского Союза, а точнее буржуазной контрреволюции 1985-1991 годов. Современная Россия, Российская Федерация, в последние десятилетия вновь пытается выйти на мировой политический уровень, как государство, претендующее на главенство в построении русского мира. Главным и наиболее острым противостоянием в этой связи является конкуренция на этом уровне России и Украины. В своей первопричинной основе данная конкуренция имеет метафизический характер. Противостояние России как центра традиционного ретроградского развития общества и современной Украины, которая видит свой путь исторического развития лишь в перспективе ультрарадикальной западной парадигмы. Все это привело к тому, что сейчас мы с вами можем в режиме реального времени наблюдать движение тектонических плит исторического процесса. Современная Россия в себе выражает эклектическую цивилизацию периферийного типа с элементами самостоятельности. Она является периферией Восточной Римской империи, Византии, откуда она и получила православие, метафизическую основу
для большинства населения русского мира. Периферии степного мира, Монгольской империи, откуда она и получила жесткую централизованную и сакрализованную вертикаль власти, государственности. Со времен Петра I мы можем говорить о ее периферийной интеграции глобальной западной цивилизации. Советский марксизм и демократический либерализм есть не что иное, как продолжение дела Петра и поныне. Имея эклектику в базовой основе русского мира, мы можем вычленить одну четко прослеживающуюся закономерность. Это стремление к экспансиональному развитию пространства, невзирая на имеющиеся возможности с построением полиэтнической империи. Центробежные процессы, развал или СССР 2.0. Дорогие друзья, мы с вами разобрали русский мир в контексте мир-цивилизация. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, рекомендуйте видео своим друзьям и знакомым. До новых встреч в новых видео!